Новый массированный удар по Подмосковью. Ключевые стратегические объекты атакованы. Зеленский анонсировал мощное продолжение. США впервые за долгое время взялись за ядерное оружие. Масштабная модернизация арсенала. В Пентагоне готовятся к худшему. Теракт в самой безопасной стране Европы. Такого там никто не ожидал. Причем тут Украина? Расскажем. Жалобы Лукашенко услышаны? Китай выступил с резким заявлением. Кому адресовано послание? Конфликт Польши и Украины выходит на новый уровень. Киев останется без оружия. Срыв крупной сделки. Об этих и других событиях к вечеру 30 июня. Хороший вечер вторника начинается с правильных новостей. С вами команда Нехта, в студии Олесь Корниенко. Этим утром жители Подмосковья снова проснулись под гул дронов. Мэр российской столицы Сергей Собянин отрапортовал, что силы ПВО с 4 утра якобы сбили около 50 дронов. В то же время местные жители сообщают о взрывах и пожарах. В Егорьевске один из дронов, возможно, из-за воздействия российского РЭБ, спикировал на частный двухэтажный дом. Как утверждают местные власти, в результате погиб ребенок. А что на той стороне-то у нас? Горит что-то, походу? В Дубне под удар снова попал один из ключевых объектов российской стратегической инфраструктуры. Речь идет о Центре космической связи. В результате налета погиб как минимум один российский военнослужащий. Местный губернатор Воробьев утверждает, что пострадавших нет, хотя и признал повреждение некоего административного здания в результате падения обломков. Это уже второй удар по Центру космической связи Дубна за последние 8 дней. О важности этой атаки свидетельствует то, что результат прокомментировал сам Владимир Зеленский. От государственной границы Украины до этого объекта более 500 километров. Недавно наши силы обороны Украины уже поразили 4 таких российских центра, не только в Московском, но и во Владимирском регионе. Мы шаг за шагом реализуем наш план дальнобойных санкций и максимально осложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов противника. Тем временем украинские удары по важным объектам в глубине государства-агрессора начали приносить и другие результаты. Россияне начали задаваться правильными вопросами. Вот как этот житель Воронежа. Разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли, хуйли. Даже Пекин начал подталкивать Кремль к переговорам. На заседании Совбеза ООН заместитель постпреда Китая Сунь Лэй сделал прозрачное заявление. Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН. Формально обращение адресовано было двум сторонам конфликта, но наблюдатели истолковали это именно как обращение к стране, развязавшей агрессию. Не совсем часто, но встречаемся. Заявление было сделано сразу после визита Александра Лукашенко в Пекин. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что слова Си Цзиньпина о том, что Пекин поддерживает стремление Минска защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, адресованы не Зеленскому, который ранее поставил Лукашенко ультиматум. Это послание Китая адресовано Москве и лично Путину, который очень хочет втянуть Лукашенко в войну еще глубже. Китай демонстрирует, что Беларусь – его авианосец в Европе. К счастью, этот авианосец не является непотопляемым, и это понимают все. Си пришлось вмешаться лично и сделать жесткий окрик. Как думаете, Путин прислушается к мнению старших товарищей, если не сказать хозяев? Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин. Пока россияне уже записывают обращение к Путину из очередей за бензином, из Думы звучат предупреждения согражданам.
как раньше, уже не будет. Зампред комитета по экономической политике Станислав Наумов заявил, что гражданам пора отказаться от иллюзий и привыкать к новой реальности. По его словам, бензин станет менее доступным и, скорее всего, более дорогим. Поэтому россиянам придется, как выразился депутат, саморегулировать свое потребление. Причиной дефицита Наумов назвал не развязанную Кремлем войну, а украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре. Ранее проблемы с топливом признал и Владимир Путин, хотя назвал ситуацию не критической. Тем временем страсти в очередях уже зашкаливают, и самая отборная брань звучит в адрес пока не хозяина Кремля, но уже его ближайших соратников. Вот хочется высказать реально свою гражданскую позицию по этому поводу. Как же вы, заебали, б***ь. Вот ебали вы управленцы, б***ь. Миллер досечен, вы идите нахуй вообще. Первый теракт в самом безопасном государстве, в Монако, которое давно облюбовали богачи со всего мира, прогремел взрыв. Неизвестный оставил у входа жилого здания рюкзак и скрылся. Устройство сработало, когда в дом заходили люди. Пострадали 7 человек, среди них крупный бизнесмен, уроженец Украины Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын. Супруги находятся в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемого. По предварительным данным, бомба была начинена болтами и металлической дробью, чтобы увеличить поражающий эффект. Власти Монако заявили, что вероятнее всего речь идет о теракте. Это расследование по обвинению в покушении на убийство. Нет оснований для предъявления обвинения в терроризме. Вадима Ермолаева часто называют украинским олигархом, хотя формально это уже не так. Предприниматель давно отказался от гражданства своей родины. В 2023 году Киев ввел против него санкции из-за работы его бизнеса в аннексированном Крыму и уплаты налогов в российский бюджет. Напряжение между Варшавой и Киевом вышло на новый уровень. Министр обороны Польши заявил, что из-за почитания Степана Бандеры Украина не сможет вступить в Евросоюз. Такую позицию Владислав Косиняк-Камыш сформулировал в интервью телеканалу «Польсат». Вице-премьер польского правительства посоветовал соседям пересмотреть свое отношение к деятелям ОУН и УПА. Симптоматично, что тему исторической памяти используют уже не только президент Навроцкий и правые из различных партий оппозиции, но теперь и некоторые деятели правительственной коалиции. Президент Зеленский предпочитает бороться с польской исторической памятью вместо того, чтобы бороться с коррупцией. Больше выигрывает на этом споре, и это продиктовано внутренней политикой. Внешняя политика и дипломатия от этого проигрывают. Кроме того, Косиняк-Камыш рассказал, что Польша все еще держит на паузе передачу Украине истребителей МиГ-29. Причиной назвали сорванную сделку по беспилотникам. Министр обороны заявил, что Варшава предлагала Киеву обмен. Советские самолеты в обмен на украинские технологии производства дронов. По его словам, Украина сначала согласилась, но затем договоренность не выполнила. Ядерная гонка выходит на новый виток. США впервые почти за 40 лет начали разработку новой боеголовки. Как сообщает Interesting Engineering, речь идет о боеголовке W-93МК-7 для баллистических ракет подводных лодок. Она станет частью масштабной модернизации американской ядерной триады и будет использоваться на новых атомных субмаринах класса «Колумбия», которые заменят нынешние «Огайо». Одновременно Пентагон создает новую версию ракеты Trident-2. Ее планируют поставить на вооружение в 2039 году. Проект реализуется совместно с Великобританией, которая также обновляет свой подводный ядерный флот. Подводные ракетоносцы считаются самой скрытной и наиболее живучей частью ядерных сил. Поэтому модернизация именно этого компонента показывает, что Вашингтон готовится к долгосрочному противостоянию с крупнейшими авторитарными державами. Россия больше не будет разворовывать Крым. Новое приключение, а лучше сказать новые неприятности расхитителя гробниц. Известный российский археолог Александр Бутягин, который недавно избежал экстрадиции в Украину, не поедет на аннексированный полуостров, как собирался. Эрмитаж отменил все свои крымские экспедиции, а их было целых 9. Цитирую, в связи с обострением обстановки. Об этом рассказал сам Бутягин в интервью «Ротонде». Участников Мирмикийской экспедиции
экспедиции, которая традиционно работала под Керчью, уже перенаправили на раскопки в Краснодарский край. Там объяснили, что до нового места проще и безопаснее добраться. Ну, это достаточно смелое утверждение. Самого Бутягина осенью задержали в Варшаве как раз по международному ордеру. Украинские следователи считают, что Бутягин нанес ущерб национальному достоянию страны, передавая ценности стране-агрессору. Весной Бутягину повезло. Варшава решила не выдавать расхитителя Киеву, а обменять его вместе с рядом российских шпионов на узников путинских и лукашенковских тюрем, в том числе Анджея Почобота. После освобождения Бутягин нагло заявлял, что продолжит заниматься расхищением исторических богатств Крыма. Владимиру Путину осталось у власти не больше 3 лет. Такой прогноз опубликовал журнал Forbes. По мнению авторов, главными угрозами для Кремля могут стать неудачи на войне против Украины, внутренний раскол элит, массовые беспорядки или изменение позиции Китая. Издание напоминает, что в прошлом крупные военные конфликты уже приводили к смене власти в России, что может ускорить события. Это могут быть более масштабные украинские атаки на Москву, нехватка продовольствия, сепаратистские восстания в таких областях, как Татарстан, Башкортостан или Чечня, вторжение Украины в Крым. При этом журнал подчеркивает, что по мере усиления кризиса все большее значение будет иметь позиция Пекина, которая остается ключевым внешним партнером Москвы, а также ближайшего окружения Путина, которое может быть заинтересовано действовать для самосохранения. По мере того, как потенциальные соперники быстро устраняются, другие начинают чувствовать себя в опасности и выступать против него на упреждение. Forbes рассматривает несколько возможных сценариев, в том числе показательный судебный процесс по примеру румынского диктатора Николая Чаушеску, и дает кремлевскому пересиденту не более 3 лет. А как вам кажется, когда по всем федеральным каналам наконец покажут тот самый балет? Делитесь прогнозами. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.